Привет! То, что я вам сейчас скажу, это просто отрыв башки. Вы думали, что родина виноделия – это Италия или Франция? Это не так. Впервые культивировать виноградную лозу начали примерно 6-8 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, на территории, называемой Левантом. Хорошо рассмотрели карту? Правильно, сердце Леванта – Израиль. Или Израильское царство, каким оно было в библейские времена. В Библии есть десятки упоминаний о вине, виноделии и виноградниках. Первое упоминание о Ное, первом в мире виноделе. Ной начал возделывать землю и посадил виноградник, и выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. В Израиле найдены десятки древних виноделин на всей его территории. Иудея была основным поставщиком вина в Рим. Виноделие процветало здесь вплоть до исламского периода. Ислам запрещает употребление алкоголя. Вероятно, поэтому во время завоевания Палестины Османской империей древние виноградники были выкорчеваны вместе с местными сортами винограда. Виноделие в Израиле было возрождено в конце XIX века благодаря барону Эдмонду де Ротшильду. В настоящее время виноградники Израиля занимают площадь около 50 квадратных километров. В Израиле выращивают свыше 30 сортов винограда. Ежегодно производится 55 миллионов бутылок вина. В Израиле около 300 виноделин. Посещение виноделин очень популярно у израильтян. Но сегодня у нас нечто особенное. Мы в Иерусалиме. Сегодня у нас дегустация вин Эйнат Кляйн, кстати, она жена Андрея Макаревича, и джазовый концерт с его участием. Я думаю, будет безумно интересно. Вперед! Я хочу познакомить вас с прекрасным союзом двух талантливых людей. Эйнат Кляйн – историк, гид и сомелье, производящий собственное вино под торговой маркой Эйнат, виноградники которого находятся в Самарии и считаются одними из лучших в Израиле. И Андрей Макаревич – талантливый музыкант, архитектор и, наверное, в какой-то мере художник, потому что именно он отвечает за эксклюзивное оформление этикеток для этого вина. У Андрея очень узнаваемый рисунок коня. Да. Такой прям вот. Да, поэтому это его идея. Может, это моя. Да, я попросила его рисовать да, это очень интересно. Мой шурuf, перемещение, Можно брать? Да, конечно. Это разные, да. Здесь представлены. Когда только зародился этот проект собственного вина и каких-то попыток делать что-то самостоятельное, это было уже довольно много лет назад, я думала, ну как же это все назвать, и что же этому всему придумать, и надо дать этому какому-то имя. И вокруг меня валялось как раз вот этих три кота. И я подумала, чего долго думать, когда у Андрея Вадимовича, моего любимого мужа, очень узнаваемый рисунок, это его коты, а у меня вот три кота, поэтому свое первое вино мы назвали «Три кота». Сегодня это абсолютно раритетная вещь, оно давно закончилось, у меня осталось буквально несколько ящиков в моей личной энотеке, а дальше как-то пошло-поехало. То есть в первом самом бленде было 3 сорта винограда, поэтому 3 кота, и далее мы маркировали количеством котов, количество сортов винограда, участвующих в вине. Поэтому сегодня у нас есть 2 кота, в котором 2 сорта винограда, это Кориньян и Каберне Савиньон. И у нас есть одинокий кот, Lonely Cat. Он всегда обязан быть очень грустным на этикетке, потому что
Лотов льет бен-адам левадо. Да, нехорошо быть человеку одному, ну и коту, естественно, тоже. И сегодня это Каберне Фран. Сегодня есть немало институтов, занимающихся восстановлением старых автохтонных сортов, которые росли здесь еще до уничтожения винной лозы мусульманскими многочисленными завоеваниями, но все равно все базовые 90% израильского вина – это лоза, репатриированная лоза, которая была привезена сюда из Франции в 19-20 веке и так далее, вместе с виноделами, которые фактически возродили израильское виноделие, возобновили его. У него был огромный перерыв, практически 1500 лет, и невероятно приятно сегодня видеть его возрождение. Поэтому сорта винограда есть более удачные для Израиля, поскольку климат наш отличается от климата Франции. И невероятно было бы неосмотрительным ожидать от израильского вина какое-то подобие бордосских вин или бургундских вин. Невозможно в Израиле вырастить хороший пино-нуар, он не будет здесь расти. Все равно, что вы будете пытаться вырастить белого медведя в пустыне Негев, да, оно будет страдать. Но Каберне Савиньон и Мерло, и Сыра, все полнотельные, алкогольные, фактически сладкие сорта винограда растут у нас восхитительно хорошо. Есть сорта, которые находятся посередине, которые израильское виноделие традиционно, в отличие, например, от французского виноделия, не рассматривает как удачные моносортовые вина. Например, Кориньян и Каберне... Что, и микрофон сел? Раз. Да ладно, это восстание машин. Вначале сел передать. Филипп! Киркоров, что ли? Анна, нам нужен Элимелех или Филипп. Сейчас, секунду, я попробую его перегрузить. Раз. А там ничего не отпало, Рекламная пауза, всем пить! Так вот, есть сорта винограда, которые в Израиле традиционно считаются менее удачными для моносортового бутилирования single vineyard. Традиционно считается, что эти сорта идеальны, когда к ним добавляют какое-то другое вино. И, как правило, их добавляют в общие бленды в небольшой пропорции, небольшом количестве. Отчасти именно поэтому эти сорта не очень популярны в Израиле. Отчасти они действительно довольно специфичны. И они чуть более сложны в работе, чем абсолютно уверенный в себе Каберне Савиньон. Ну, знаете, когда вы полноприводный джип, вам через лужу переехать легко, а когда вы Феррари, вам сложнее, но от этого вы не становитесь хуже, да? Может быть, где-то вы даже намного круче. И именно такими сортами являются и Кориньян, и Каберне Фран. В особенности Кориньян. Каберне Фран чуть легче, но примерно находится в той же лиге. Именно за это я обожаю эти два сорта. Не за то, что они такие несчастные здесь, но за их уникальность. В бленде два кота, тем не менее, 90% Кориньяна, но еще 10% Каберне Савиньон. Каберне Савиньон все-таки израильский, безусловно, такой локомотив, невероятно удачный сорт для нашей жаркой страны, наших базальтовых почв, наших холодных, снежных в горах Самарии, а вино это растет в горах Шумрона, в Бейтель, в самом сердце Израиля. И очень жаркого лета с плюс 40. Вот эти все перепады температур, они очень плохи для человека и очень хороши для вина. 10% Каберне Савиньон в этом бленде призваны его округлить, скруглить, добавить ему больше мягкости, убрать какую-то резкость, которая присуща часто Кориньяну, сбалансировать специи какими-то черными фруктами, добавить немножко в этого джем, варенье, чтобы оно не выглядело только как смесь перца, гвоздики, корицы, рябины и смородины. И мне кажется, это получилось довольно неплохо. Традиционные этикетки рисовал Андрей Вадимович, которого вы все скоро, я надеюсь, увидите на сцене в нашем зале, как только мы вас туда пригласим. Все эти вина мы выпускаем очень маленьким тиражом. Они, конечно, в особенности «Одинокий кот», он традиционно у нас считается таким резервом, лишь 1000 бутылок мы бутилируем каждый год разных сортов, поэтому каждая из них, по сути, коллекционная. Некоторые могут подумать, что вас ожидает филармонический концерт. Нифига подобного.
это совсем другое. Сегодня будет, в общем, джазовый импровизационный концерт по случаю радости, которая доставила всем нам наше новое вино. Мне кажется, завершающая часть этого вечера была феноменальной. Также мы надеемся, что наше вино вам понравилось и будет продолжать нравиться. И я честно вам хочу сказать, что если вы приобрели или приобретете сегодня бутылку, из меня продажник плохой, но и положите ее в ваш винный холодильник, и будете ее там держать следующие 5, 10 и даже 15 лет, вино будет становиться лучше и лучше. У него, правда, восхитительный потенциал для хранения, что вовсе не означает, что вино не надо пить, поэтому берите две, одну сейчас, другую через 15 лет. Спасибо большое и всем хорошего шаббата.